Всем привет! Мы живем в Польше уже 4 года, и за это время мы пережили и восторг, и шок, и сомнения, и наконец-то поняли, за что любят эту страну миллионы людей. Оставайтесь с нами, будет интересно, погнали! Вначале скажем, с какими ожиданиями мы сюда переезжали в Польшу и с какими реалиями мы столкнулись. Давай, Влад, ты начнешь первый. Свое мнение. Сказать? Тут особо, в принципе, такого... Бюрократия. В плане бюрократии тут спокойно. Если сравнивать с Европой, в принципе, вообще с Германией, брать туда, здесь довольно реально дышится очень спокойно. Я даже запомнился пример, мы когда подавали на побыт, складывали внесок, мы там сделали какие-то ошибки, нам говорили, ни в коем случае ошибок нельзя, по факту было пару ошибок, и мы волновались, все, нужно будет переписать весь внесок. Нет, сказали, просто перечеркните, поставьте роспись, и все нормально так и прошло. И мы так прям... В Беларуси бы уже все... В Беларуси обязательно, да, уже переписали бы 150 страниц. Да, а на минуточку просто это у нас подавалось 4 внеска, там по 2 экземпляра, по 17 страниц. Много, 17 в общем. 14, то есть, да, их перепечатывать, это прям... Вот. Поэтому нет, спокойно, правда, для Европы довольно спокойно. То, что там дальше творится, там намного все сложнее и каждую бумажку. Хотя, в принципе, здесь тоже хватает своих моментов каких-то, которые могут без вот такой вот определенной бумажечки и не сделать то, что себе надо. Но этого, наверное, хватает везде, в принципе. Я скажу, что когда мы переезжали сюда, мы ожидали, что здесь будет в Польше все намного дешевле, чем вот в Беларуси, так как из Беларуси в Польшу многие приезжают на закупы, да, за покупками, отовариваются, везут это все в Беларусь. Ну и, соответственно, мы поэтому думали, что здесь будет, в принципе, нормально, недорого. Но, как оказалось по факту, здесь уровень выше, конечно, уровень жизни намного выше. И не так уж здесь все и дешево, я бы даже сказала, намного дороже, чем в Беларуси. Есть что-то, что дешевле, но в основном все идет дороже. То есть здесь надо хорошо зарабатывать, чтобы хорошо жить. Теперь по поводу квартиры. Мы думали, что мы переедем и сразу снимем квартиру, без проблем арендуем. Выберем то, что нам нравится, заплатим и заселимся. Но оказалось тоже, что здесь все по-другому делается. Здесь не ты выбираешь квартиру, а тебя выбирает хозяин квартиры. Мы с детьми, поэтому с детьми многие не любят, не хотят брать. Тоже смотрят количество детей, да, то есть ты, например, с 3 детьми, даже 3 не всем хотят сдавать, уже типа говорят, что вам эта квартира маленькая, например, будет по квадратным метрам, мы вам не сдадим. Что еще по квартире? В общем, сложно было. Квартиру мы искали долго, и ту квартиру, первая квартира, в которой мы жили здесь в Польше, мы ее ждали целый месяц, пока она освободится. То есть она нам понравилась, чисто просто чудом вышло так, что мы эту квартиру сняли напрямую от хозяина, а не от агентства. Вот, это немножко упростило нам жизнь. Вот, и мы ждали, пока прежние жильцы выселятся, и потом заселимся мы целый месяц. И этот месяц мы поехали жить в Италию к моей маме. То есть тоже... Мы, конечно, не очень были этому рады, что нам еще месяц на чемоданах нужно было жить, но мы просто посчитали, мы могли находиться здесь месяц, снимать просто квартиру, какие-то апартаменты минимальные, чтобы просто, да, либо могли поехать в Италию и переждать там, учитывая, что там за жилье платить не надо, только дорога, как бы еда и таким образом. Вот. И мы посчитали, что нам в Италии будет лучше и здорово. Море. Да, море, погода была, это был месяц, конец сентября. Целый октябрь мы пробыли, с 1 ноября мы заселились. Да. То есть это не прям жарко, но это было хорошо. Да. Это было прям очень хорошо и классное время провели. Так что ожидания не совпали с реальностью. Теперь про школу, про садик. Тоже мы ожидали, что мы быстро
детей распределим по местам. Милана у нас в школу должна была идти, когда мы только переехали, а Дима в садик еще. Но мы думали, мы можем выбрать школу, например, любую, какую мы хотим, какая нам понравилась, там по рейтингу, например, хорошему. Но по факту школу можно только ту выбрать, которая находится в твоем районе, где ты живешь, где ты арендовал квартиру. А по поводу садика, так как это был ноябрь месяц, то, естественно, рекрутация в садике закончилась, а мы об этом не знали вообще ничего. Мы думали, сейчас придем, нас возьмут в сад, бесплатный, государственный. Но нет, мы даже искали частные садики, уже готовы были платить. Но тоже даже там были многие проблемы. Частные тоже отказали, сказали, что у нас все забито и все. И мы начали бегать по этим садикам, 1, 2, 3, писать. Нам даже сказали в одном садике, что без проблем, не волнуйтесь, найдется место, сейчас кто-нибудь уйдет и вы будете. И чтобы вы понимали, что мы после этого ходили еще 2 раза туда. Мы напоминали, и нам в конце сказали, пожалуйста, пан, больше не приходи сюда, потому что мы поняли, что вам нужно место. Мы вам позвоним, когда место освободится. И чтобы вы понимали, Дима уже сейчас пойдет 3 класс, и нам до сих пор не позвонили. 4 года. 4 года, да. Мы ждем звонка 4 года. Мы смеемся, что с Димой, я говорю, сейчас ему идти в 3 класс, и смотри, позвонят и скажут, что, сынок, место освободилось в садике, тебе придется идти в сад. Так да, что, то есть здесь с садиком очень нужно идти в садик только вот по рекрутации. Но мы не знали вообще, что это такое и когда это вообще происходит, поэтому мы нашли садик, нашли государственный, бесплатный, но он находился не рядом с нашим домом, а нужно было на машине везти его так нормально по времени, в пробках еще. Просто случайно нам повезло так. Вот, поэтому кто-то вообще не может найти государственный садик, то есть тут все индивидуально. Сирика, там, похоже, их много. Попугаев. И Адриана на фоне. Милкшейк пьет. И были у нас такие моменты, особенно у меня, сложные, когда мы только переехали в Польшу, буквально, может быть, спустя месяца 3 где-то, когда ты уже не в розовых очках, а уже так приземлился и увидел реалии, было не грустно и тоскливо, а скорее всего было такое чувство, что а правильно ли мы сделали, что мы сюда переехали. Чувство, что хочется вернуться назад домой. Какое-то чувство, что это не твое, возможно. В общем, какие-то сомнения в голове крутились, потому что столкнулись с первыми сложностями, да, с реалиями, все с нуля жизнь начинать, это, конечно, непросто. И учитывая все там где-то плюсы, да, где-то минусы, с которыми мы столкнулись в Польше, все равно большинство людей все любят Польшу. И вот мы думали, за что же ее любят. И вот, наконец, спустя 4 года жизни мы можем уже дать ответ на этот вопрос полностью и уверенно. Так что рассказываю. Через 2 недели, даже чуть меньше получается, у меня, кстати, день рождения. И самое мое такое большое заветное желание, чтобы мои подписчики подарили мне подарок. Никогда ни о чем таком я не просила на своем канале, там даже и в Инстаграме. Это я первый и единственный, наверное, раз, когда я прошу своих подписчиков сделать мне подарок на день рождения. Подарок, который я бы хотела получить, это видеокамера для того, чтобы улучшить качество своих видео, чтобы снимать для вас еще более крутые, классные ролики. И снимать, и помнить о том, что, например, эту камеру мне подарили мои зрители. Камера стоит примерно 3000 злотых, и на данный день, на данный момент уже собрано 800 злотых. Поэтому, если вы хотите быть причастными к тому, чтобы порадовать меня на мой день рождения таким подарком, я буду безумно рада, даже если каждый по 5-10 злотых скинет.
уже набирается нормальная, хорошая сумма. И даже если наберется половина, 50% от стоимости камеры, это будет просто вау. Оставшуюся сумму я доложу от своих средств. И для меня это будет уже подарок от вас, и безумно будет приятно. Так что, пожалуйста, осталось 2 недельки, давайте наберем хотя бы 1500 злотых. 800 уже есть, и каждому благодарна, кто уже скинул мне денежки на день рождения. Все варианты оплаты, реквизиты я оставлю в описании под видео, так что можете смотреть и поздравлять. Итак, первое — это теплое отношение поляков к детям. В школах, в садах, в транспорте, в ресторанах, в кафе, абсолютно везде. Не скажу, что в Беларуси как-то хуже относятся к детям, нет. Просто здесь, в Польше, вот это трепетное отношение к детям, оно в 100-кратно, да, усилено чем в Беларуси, например. Это чисто мое мнение. Здесь немножечко и воспитание, воспитывают детей немножко по-другому, нежели мы. Здесь в садиках, в школах все преподаватели, да, учителя к детям обращаются как коханы, кохана, то есть любимая, любимый. Вот прям такое трепетное, не ругают детей в школе, в садике. То есть если есть какие-то проблемы или какие-то вопросы возникают, просто об этом сообщают родителям, например, да. Если там, например, сложный ребенок или что-то такое, то в школе есть психолог, который тоже занимается, помогает какие-то помогает сложные вопросы, да, разрешить. И здесь, как мне кажется, больше родители позволяют детям, нежели, например, вот я сравниваю с Белоруссией, Украиной, да, с нашими странами СНГ. Это, вот мне так кажется. Больше дозволенности, что ли, детям дают, больше свободы им дают, возможно, даже чересчур много, потому что мы выросли, да, в других странах, воспитывались, и для нас немножко, конечно, ну не то, что непривычно, но есть немножко контраст чувствуется. То есть, например, ребенок себя плохо ведет или что-то там, не знаю, сделал не так, родители не ругают здесь в основном детей. Не скажу, что это правильно ругать, да, там наказывать и так далее, но 90% польских семей здесь просто как-то так мягко к детям настолько относятся, что иногда кажется, что дети могут сесть на голову, просто свесить ноги. В поликлиниках, да, больницах, например, детям всегда дают какие-то либо наклеечки выдают, иногда даже чупа-чупсы выдают. То есть всегда у взрослых здесь, куда бы ты ни пошел с ребенком, как будто, знаете, запасики есть такие в карманах со сладостями, могут дать конфетку, вот такое вот. Поэтому здесь вот прям к детям вот прям очень трепетно, очень. Итак, второе, почему многие влюбляются в Польшу, это чистота и порядок на улицах. Не буду говорить там про все города, да, но даже в крупных таких городах, Вроцлав, Краков, Варшава, да, все равно стараются держать порядок. В мелких городах, конечно же, там порядок, ну, как бы практически везде. В крупных городах местами встречается где-то мусор, да, там, или мусорка переполненная, но это бывает не так уж прямо часто. В целом Польша очень чистая, ухоженная страна. И это, конечно, не может не привлечь внимания. Итак, третье – это уют маленьких городков и безопасные районы. Польша довольно безопасная страна в Европе, как и в мире. Польша занимает 32 место из 163 стран по миролюбию. То есть довольно-таки миролюбивая страна, безопасная для жизни. Можно спокойно гулять на улице, да, вечером с детьми. Можно днем отпускать детей на детскую площадку. Вот мы, например, отпускаем детей, они у нас сами идут на детскую площадку. Вот мы жили на старой квартире, площадка была в Ощедле, которая охраняемая, да.
и гуляли там, ну, как бы там охраняемое. Здесь у нас нет охраняемой территории, и мы здесь тоже их самих отпускаем на детскую площадку, которая находится чуть-чуть дальше, она не прямо здесь во дворе, без проблем, даже не переживаем, сердце не колотится, поэтому вообще спокойно можно гулять, здесь безопасно. Ну и, конечно же, уют маленьких городков, не могу не отметить, мы сейчас живем, не могу сказать, что это городок, да, как бы, вернее, это как бы городок, но по документам, по Google, это деревня. Поэтому мы живем в небольшой деревне в пригороде Вроцлава, нам очень нравится, здесь очень уютно, здесь все есть, инфраструктура, поэтому маленькие городки, особенно в пригородах больших каких-то городов, Вроцлав, Варшава, Краков, очень уютные, и стоит их, например, рассмотреть для жизни, если вы планируете жить в Польше. Четвертое – это доступ к природе. В Польше есть и горы, и море, парки, озера, леса, в общем, очень красиво, и каждый выбирает себе тот город, да, где хочет жить, поближе к чему, к морю или к горам. Мы, например, живем сейчас на окраине Вроцлава, да, нам очень нравится расположение этого города, потому что рядом есть горы, рядом Чехия, то есть очень удобно вот путешествовать по Европе. В общем, расположение нам очень нравится. Ну и плюс вообще считается, что Вроцлав один из самых теплых городов в Польше. Здесь очень классный климат, очень теплое лето и мягкая зима. И пятое, что не может не влюбить в Польшу, это забота государства о семьях. В Польше семьям с детьми дают пособие. На каждого ребенка сейчас выдают каждый месяц 800 злотых до 18 лет. Это, конечно же, очень такая значимая, весомая помощь. Не во всех странах даже Европы такая помощь дается детям, так что Польша большая молодец. Ну и также скидки. Скидки в Польше — это реально скидки, то есть это не какая-то наценка, да, такая фальшивая, так сказать, скидка. То есть, например, зимние вещи, они распродаются, то есть после сезона, и можно, например, зимние вещи урвать по классной скидке. Или вот, например, сейчас лето, да, в августе уже начинаются скидки на летние вещи, скидки большие, 50-70%, потому что уже начинается осень, да, привозят новый товар. И летние вещи в августе можно купить по вообще копеечным ценам. Поэтому скидки здесь везде, не только в таких магазинах, например, в продуктовых, Бедронка, Lidl, особенно Бедронка. Там часто скидки типа 1+1 или там 2+2, один товар берешь, второй такой же в подарок. Или, например, второй товар 70% скидка или 50% скидка. Так что скидки здесь, конечно, очень классные. Конечно, можно много еще плюсов привести в пример, да, почему люди влюбляются в Польшу. Например, менталитет очень близкий к нашему, да, или там семейные традиции. Поляки очень соблюдают семейные традиции. У них в воскресенье ничего не работает, никакие магазины, машин на дороге минимум, то есть все сидят дома, проводят время с семьей. То есть воскресенье у них день семейный. Ходят в костел, всегда, кстати, по праздникам очень полный костел, особенно на Пасху, там, да, ну, каждые выходные очень много людей. Это могут быть не только, например, воскресенье, да, семейные дни у них, а просто там праздники какие-то, когда ничего не работает, магазины закрыты, и машин на улице нет. Люди не ездят куда-то, они сидят либо дома, либо гуляют, например, в парках, проводят время с семьей, с детками, просто отдыхают на природе. Это очень здорово, потому что все работают, да, у всех свои проблемы, не знаю, быт, какие-то задачи, которые нужно решить. И вот такие дни помогают сблизиться семье, так как сейчас все-таки, знаете, 2025 год, время гаджетов, дети там в телефонах и так далее. Такие дни очень, конечно, идут в плюс. Нам, например, сначала было непривычно, что по воскресеньям ничего не работает, никуда не сходишь, как бы, но сейчас мы привыкли.
Сейчас мы привыкли, поэтому в магазин мы идем заранее немножко, зная, что в воскресенье не работает ничего. И в воскресенье у нас такой тоже семейный день. Уже, можно сказать, мы приняли традиции Польши, тоже проводим время с семьей. Куда-то можем пойти погулять в парк, либо сходить в кафе. Кафешки работают в выходные дни, там рестораны, например. Это как бы работает для того, чтобы сходить и погулять, отдохнуть. И к концу видео хочу сказать, что Польша для меня за эти 4 года жизни стала не просто страной, а я бы даже сказала домом. И те плюсы, которые я ранее приводила в пример, да, почему в Польшу влюбляются, для меня лично это не просто любовь, там, что климат теплый или цены классные, а еще вот это вот чувство дома, чувство теплоты. Ощущение наконец-то пришло, что мы на своем месте. Теперь хочу задать вам вопрос. Как вы считаете, какие, по вашему мнению, плюсы есть у Польши, в которые влюбляются люди, либо в какие плюсы вы влюбились именно вы? Если вы живете не в Польше, то вы можете написать в комментариях под видео про свой город, про свою страну, например. Ну а я буду с вами прощаться. До новых встреч. Всем пока-пока.